Привет, вы на канале Экодрифт, и это обзор нового моноколеса. Но все по порядку с самого начала. Распаковка. Xong S9 это баскетбольный мячик, надо его взвесить. А где на нем ездить, вообще непонятно, и как на нем ездить. Что за зарядка, сколько вольт? 50 вольт на 1 ампер. Мячик немножко пыльный, грязный. Вставляешь туда палец в дырочку, и там внутри язычок. Язычок. Нажимаем, Вот далее открывается. Язычок, вот это. Язычок сам крупно. Ага, во, язычок. Так, мячик зафиксировался. И вес 8,1 килограмм. Зарядка, кстати, у него магнитная. Тут все. Воткни. Магнитная зарядка. Круто. У колеса датчик. То есть, если на педалях не стоишь, то он не работает. Нужно на педали встать. Это для старта. То есть, мы его кладем на бок. Вот так, да. Встаем ногой, вторую ногу ставим, и тогда он только включается. Вот эти вот крючки. Эти крючки, они нам мешают. То есть, когда ты ногу ставишь, то крючок вот торчит. Будешь об него спотыкаться. Мы, правда, не ездили. Не знаю, будем ли ездить. Страшно на нем ездить. Покрышки-то нету. Интересно, что колесо отключается, если мы просто складываем педали. И кладем его на бачок. Несколько писков, и колесо выключилось. Ну, конечно, перед тем, как разобрать, надо проверить, что колесо работает. Встать на эту штуку не так просто, как кажется. О, что-то ушатал. И я тоже попробовал встать. Мощности вообще нету, педали просто гуляют. Чуть даешь тягу, и оно сразу, педаль сразу заваливается. Проверяем продав. Ну, очень, да, легко давится. Там, по-моему, Airwheel старый, и то сложнее давились. Производитель ограничивает использование колеса лишь детьми возрастом от 6 до 12 лет и весом до 60 кг. Номинальная мощность двигателя 250 Вт, емкость аккумулятора 155 Вт-час и максимальная скорость 15 км в час. Я подключился с приложением, скорость настраивать нельзя, приложение показывает 0 км в час и настройки скорости не работают вообще. Это несколько удивило. Датчики в педалях, полное отключение списками, все это не похоже ни на одно колесо. Ну, короче, игрушка есть игрушка. Педали защелкиваются и не открываются, пока не нажмешь что-то там внутри. Почему они просто не на магнитах? Ну, а чтобы это моноколесо можно было удобно переносить прямо за педаль. Подсветка, кстати, тоже никак не настраивается. С одной стороны порт зарядки и кнопка включения, а с другой просто светодиод. А еще в боковинках находятся резиновые заглушки, которые при попытках ездить у нас быстро растерялись. Самое интересное – разобрать это колесо. Инструкции по разборке у нас не было, поэтому пришлось попыхтеть. Сначала мы выяснили, что надо снять резиновые накладки с педалей. Дальше пробуем открутить все, что откручивается. Винты стоек педалей без фиксатора резьбы, но для такой игрушки, скорее всего, оно и не нужно. Надо отключить разъем подсветки, чтобы снять боковую накладку. Повторяем все действия с другой стороны. Стойки оказались пулами внутри, сбоку их закрывают пластиковые накладки. Прямо внутри стоек спрятались платы электроники. Самая нижняя плата снабжена кнопкой, которая как раз и является датчиком нажатия на педаль.
Через отверстие двигателя проходит соединяющий подсветку кабель. Боковые алюминиевые крышки двигателя прикручены к пластиковому ободу колеса на шурупа с крупным шагом резьбы. Все основные узлы, а это плата управления и аккумулятор, спрятаны прямо внутри двигателя. Отключаем питание, подключаем кнопку включения, которая была установлена в стойке педали, и разряжаем контроллер, пытаясь включить колесо несколько раз. Магниты, смотри, какие мощные. Ширина магнитов у магнитопровода 20 мм. На жилах намотки нашли небольшой след от удара. Давай, А еще двигатель имеет защиту от проворота. Откручиваем плату и отключаем кабели двигателя. Снимаем алюминиевую пластину. Извлекаем аккумулятор, который состоит из 12 элементов LG MJ1. Очень интересная компоновка колеса, что лишний раз подтверждает его игрушечность. Затем мы колесо собрали и объявили тест-драйв для небольшой группы райдеров. Были и дети, но та самая целевая аудитория. Влад умеет ездить на обычном колесе, у него старенькая Никола, но даже ему встать на колесо оказалось очень тяжело и неудобно. Вау, теперь пытайся. сложно очень. А, у меня нет страха. Мне надо просто к нему привыкнуть. Проще всего оказалось стартовать от стенки, забора или с помощью надежной руки друга. Дай руку, пожалуйста. О, отпусти. А нет. Ну, чуть бы... Настя проходила по весу и неплохо научилась держаться на S9. Все, супер, едем. Провели даже забавные испытания. Попробовали, насколько на колесе стабильно можно передвигаться. Настя перевезла и не уронила арбуз и даже целую пачку яиц. Конечно, мне тоже захотелось попробовать проехаться, но совсем чуть-чуть. Все-таки колесо явно не рассчитано на взрослых. У колеса нет шины, поэтому его поверхность очень быстро пачкается и обтирается. Особенно пострадали педали. Они низкие, постоянно ими все цепляешь. Рассчитывать на полноценную езду в городе не приходится. Это колесо для очень хороших условий, для качественной плитки или какого-то другого хорошего и ровного покрытия. Довольно сложно на колесо встать и еще сложнее с него сойти. Мне показалось, что проще всего с него просто спрыгивать, но тут главное, чтобы оно не продавилось. Детям игрушка понравилась, но я не понимаю, зачем оно нужно. Гораздо интереснее ездить на обычном классическом моноколесе. Оно будет устойчивее, мощнее и во всем намного удобнее и практичнее. Ну, взять тот же King Song 14M для примера. Всем удачи, всем пока.